Вы только посмотрите на это. Это кадры из фильмов ужасов, а не новые локации в игре про зомби. Это армия. Настоящая армия микроскопических захватчиков. Их тут тысячи, они везде и они чертовски живучие. Смотрите, они копошатся, переплетаются как клубок змей, и некоторые даже с потомством. Красота, да? Но сегодня я решил устроить для них ужин при свечах с очень дорогим гостем. В прошлый раз мы травили эту банду березовым дегтем. Получилось неплохо. Но сегодня у нас на повестке дня элитная приправа – масло черного тмина. Справится ли этот суперфуд с микроскопическими захватчиками? Или нематоды просто перекусят и попросят добавки? Давайте узнаем. Всем привет, с вами Виктор и вы на канале Под микроскопом. Итак, знакомьтесь, наши подопытные кролики – нематоды. Для тех, кто не знает, это такие круглые червяки. Одни живут в земле и жрут корни растений, огородники меня поймут, враг народа. Другие вообще где попало живут, даже в организме человека. Но это уже совсем другая история, страшная. Посмотрите на это столпотворение. Это не просто группа товарищей, это настоящий мегаполис червей. Вот там видите мамаши с яйцами. Тут целый детский сад. Размеры от крошечных новорожденных до здоровых матерых особей, которые, наверное, уже пенсию получают. Они постоянно двигаются, ищут еду, тыкаются друг в друга. Создается ощущение, что смотришь на скоростную трассу в час пик. Только вместо машин вот эти извивающие змеюки. Прям залипнуть можно. Но мы сегодня не любоваться пришли, а пытать. Ладно, хватит церемоний. Достаем тяжелую артиллерию, масло черного тмина. Говорят, она и от прыщей помогает, и от простуды, и чуть ли не от сглаза. Проверим, как оно с живыми организмами. Беру пипетку, набираю и... Смотрите, что происходит. Вы это видели? Капля попадает в воду, но не растворяется, а мгновенно расползается по поверхности тончайшей масляной пленкой. Это похоже на то, как если бы нефть разлилась в океане. Образуется четкая граница. Но самое интересное в центре этого масляного пятна. Смотрите, там пустота. Ни одного червяка. Как будто черная дыра в космосе открылась и всосала все живое. Нематоды, которые там были в панике, разбежались по краям. Они чувствуют, что это что-то чужеродное и не лезут туда. Вот сюда, на край, давайте приглядимся. О, вот и смельчак. Одна маленькая, видимо, самоубийца или просто любопытная, заплыла прямо под эту масляную пленку. Ну-ка, ну-ка, смотрим. Плывет, шевелится. Погибает? Да нет, вроде. Крутится, вертится. Жив-здоров. Ей хоть бы хны. Масло ее не убивает. Просто, как будто масляный дождик. Немножко скользко и все. Дай-ка я попробую еще раз. Может, в прошлый раз неудачно капнул? Целюсь прямо в самую гущу, в этот змеиный клубок. Главное не промахнуться. И... вот руки из того же места, опять мимо. Как-то так. Целился в них, а капля упала рядышком. И снова та же картина. Масло растеклось по воде красивым круглым пятном, а внутри мертвая зона. Никто никуда не плывет. Нематоды сидят кучно в безопасном месте в воде и даже не суются в эту масляную пленку. Выглядит, кстати, безумно красиво. Такое ощущение, что мы наблюдаем за планетой с ее атмосферой, а червяки – это инопланетяне, которые боятся выходить наружу. Но вот несколько особей. Смотрите, опять полезли. Что с ними? Да ничего, они там носятся под маслом, как угорелые. Никто не дохнет, не корчится, не бьется в конвульсиях. Просто скользят и радуются жизни. Масло само по себе не хочет с ними контактировать. Оно легче воды, покрывается поверхность пленкой, а червяки сидят внизу и ноль внимания. Надо их как-то заставить это масло, впитать что ли, или съесть. Я вспомнил наш прошлый эксперимент с дегтем, когда я просто деготь лил. Он же маслянистый, как и тмин. Он просто растекался пленкой по воде и толком не смешивался. А вот когда я смешал его с жидким мылом и водой, получился совсем другой эффект. Мыло заставило деготь раствориться, и эта смесь до них добралась. Мыло работает как эмульгатор. Оно связывает масло с водой, и эта гадость проникает куда надо. Давайте попробуем то же самое с тмином.
Наливаем в баночку масло, плюхаем приличную порцию мыла, взбалтываем. Ну все, коктейль готов. Сейчас будем угощать. Вот они, наши красавцы, опять клубком собрались. Сейчас мы им устроим банный день. Добавляем нашу смесь. Реакция пошла. Вы только гляньте. Они как будто проснулись. Шевеление стало в разы быстрее. Им это не нравится или наоборот прикольно? Давайте смотреть. Вот проходят первые секунды. 30 секунд. Минута. И что мы видим? Да вроде ничего. Они носятся как сумасшедшие, но не дохнут. Может, чуть-чуть притормаживают. Ну, может быть, на самую капельку. Короче, ничего волшебного. Мы просто помыли червей с мылом. Зато каким-то минным. Я даже засек время. Они проплавали в этой мыльной масляной жиже ровно 1 час. Да, они двигались чуть медленнее, чем обычно. Никто не погиб. Черный тмин не справился. Меня, если честно, такой расклад не устраивает. Черный тмин, конечно, полезная штука, но для борьбы с врагом он слабоват. А нематодам хоть бы хны. Ну, думаю, была не была. Лью все, что осталось. Плесну в них еще больше этой смеси. Затопил их полностью. Пусть купаются. И все равно 0 эмоций. Ладно, думаю, раз тмин не берет, придется вызывать спецназ. Спирт медицинский. Он, как известно, даже самых живучих укладывает. Набираю в пипетку спирт, подношу к нематодам и... Осторожно, сейчас будет магия. Вы только гляньте на эту красоту. Спирт тяжелее масла и воды, и он начинает опускаться. И из-за разницы в плотности начинаются настоящие ураганы. Вихри, водовороты, торнадо в микромире. Это выглядит так, будто мы смешали галактики в космосе. А нематоды? Все. Ребята отлетались. Кто попал в этот спиртовой вихрь, замертво падает на дно. Спирт сделал свое дело, а теперь просто смотрим на результат. Все, финал. Нематоды повержены, но, как вы заметили, победителем вышел не черный тмин, а старый добрый спирт. Вот они лежат бездыханные на дне микрокосмоса. Давайте теперь честно, без умных слов, четко и понятно, на пальцах разберем, почему у нас провал. Почему масло черного тмина не оправдало надежд? Ведь мы все привыкли, что это чуть ли не панацея. А все просто, как 3 копейки. Масло легче воды. Оно не тонет. Оно всегда будет пытаться всплыть и растянуться пленкой сверху. А нематоды живут в толще воды и на дне. Они просто физически не контактируют с чистым маслом. Защитная оболочка. У нематод, как и у многих червей, есть плотная кутикула. Такая скользкая штука. Масло эту шкурку, видимо, просто смазывает, но не разъедает. Как ни крутись, а в кутикулу не впитаешься. Мыло не панацея. Да, мыло помогло смешать масло с водой. Но даже в таком коктейле концентрация активных веществ оказалась слишком мала, чтобы пробить защиту этих монстров. Так что, друзья, если вы решите лечить свои растения от нематоды черным тмином, не тратьте деньги, купите лучше спирт. Но для лица, говорят, масло тмина все же полезно, так что пусть лучше там остается. Ну что ж, сегодня у нас получился не просто эксперимент, а целый боевик с элементами катастрофы. Армия нематод выстояла против суперфуда, но пала под натиском спиртовых торнадо. Красота, правда? Если вам понравилось смотреть на то, как микромир сходит с ума, ставьте этому видео большой палец вверх, а в комментариях напишите, что бы вы еще хотели увидеть под микроскопом. Не забудьте подписаться на канал под микроскопом, чтобы не пропустить новые приключения в мире, которым не видно невооруженным глазом. Всем добра, не болейте и мойте руки перед едой, хотя после сегодняшнего видео можно и после еды тоже. Пока-пока!